Ух, ну и гнилье. Ты посмотри на этот стык. Все так разбросано, полурекультивировано. Я сам возил. Рельсы гуляют, видел? И вот он, вагончик жесткий. Какая красота. Но нет какого-то ощущения уныния, тлениты. Оп, накаркал. А потом все. Привет! Смотри, куда мы приехали. Поселок Смолянка в республике Коми. Мало того, что это вглубь лесов, так еще и по понтонному мосту ехать пришлось. Уже была одна попытка несколько лет назад добраться до этого места, но тогда из-за таяния снегов река вышла из берегов и мост поставили по течению. Не получилось. Но в этот раз шалость удалась. Как ты догадался по названию ролика, целью нашего путешествия будет, конечно же, узкоколейка. Дорога не самая известная, а с чего бы ей быть популярной? Она построена в 1949 году, является одной из многих лесовозных узкоколеек в республике Коми. Вывозили заготовленный лес на нижний склад и далее сплавляли по реке Вычегда. Нижний склад расположен в поселке Смолянка, который был возведен в 1940-х годах и предназначался для лиц, неугодной советской власти. Солдаты, бывшие в плену, откинувшиеся зэки. Всех их свозили сюда, здесь они жили и работали. В 1940-х и 50-х годах работали паровозы, но позже они были заменены на прогрессивный вид тяги, на тепловозы. Известно, что здесь работал тепловоз Ту-6А-475. Максимальная протяженность магистрали не превышала 40 километров. До 1960-х годов на линии было два лесных поселка – Бугор и Зорить. Как бы то ни было, леспромхоз, знай себе, и работал. Заготовка древесины из бескрайних лесов, растянувшихся на сотни километров, продолжалась вплоть до заката СССР. Заготовка леса прекратилась в 1989 году. Была разобрана часть линии, путь на нижний склад, подвижной состав. Все это правильно распилено на металлолом. Но далее начинается удивительная история. 24 километра линии решено было сохранить для поездок в лес. В 90-х годах даже курсировал специальный грибной поезд для всех желающих. Правда, это было пока тепловоз не сломался. Сейчас линия пригодна только для проезда съемных подвижных единиц, в народе именуемых пионерками, да и тяжелого подвижного состава здесь уже не осталось. Были попытки незаконно разобрать эту линию, но все они напарывались на жесткий отпор от местных жителей, вплоть до угроз применения огнестрельного оружия. Ибо люди тут суровые. Настолько суровые, что на своих дрезинах применяют двигатели от бензопилы «Дружба». И я так понял, чтобы никто не спер, они эти движки уносят с собой. И помните, как в Эфиопии, что ли, есть очень популярная железнодорожная линия. У них интересный подвижной состав. Они просто ставят две колесные пары, ставят на них площадку, движочек а-ля лифановский и ременной привод. И поехали. Здесь нечто похожее, только колесные пары с рамой и площадкой уже есть, отдельно ставится движок. Как мы видим, конструкция эта достаточно типовая для этих мест, что в принципе интересно. Радует, что колесные пары без расширителей. Это очень здорово. Это значит, мы спокойно сможем проехать по всей линии. И у всех привод только на одну ось. О, кстати, посмотрите, как кто-то наваривал колесо, видимо, оно у него износилось. И как-то вот так вот, наверное, бьет. Хотя вроде не, по-любому будет шуметь и бить. Я думал, это прицеп, а это вообще ни разу не прицеп. С этой-то стороны видно одно, а вот с этой совсем другое. То же самое. Место для двигателя, вот оно. И на него надевается цепь, и поехали вперед. Причем такая конструкция стародеревянная. И подножки есть. Ага, здесь шплинтуют гаечки, я понял. И такой вот кузовок очень вместительный. Классно, очень классно. А у кого-то дрезинка поновее, раскрашена. Тоже смотрится симпатично. Естественно, ничего снимать мы не будем. Без хозяев ничего трогать не надо. А вот поглядеть можно. Вот, например, ручка тормоза. А, какая конструкция, посмотри. Пружинка оттягивает тормоз назад, и для торможения надо вот так вот делать. А это из дерева сделана колодочка, выточена. Вот такая вот незатейливая, простая и достаточно эффективная конструкция. И, кстати, обрати внимание, а рама-то из дерева, деревянная рама.
вообще без подвески. Все крепится на болтах. Ну надо же, во, голь на выдумку хитра. И только два уголка поперек держат подножку. И там кузовочек из нержавейки сделанный. Вот это да! Классно придумано, кстати. Это частый случай, когда делают рамы из дерева. У них вообще конструкция у всех типовая. Тормоз, да, рычаг. У того с пружинкой, у этого без. По центру багажный отсек. По бокам деревянная рама. Да, а здесь даже вообще и металлических нету поперечин. Чисто все на дереве держится. Ну надо ж. Кстати, интересная вообще задумка. Деревянная рама. В музее паровозов «Кукушка», что находится в поселке Талицы, можно среди прочих экспонатов увидеть и узкоколейные вагоны, тоже имеющие деревянную раму. Правда, там она, по-моему, дубовая и прям не хуже железа кондовая. Но сам факт, если уж на вагонах применяли, то почему бы не сделать деревянную раму и на пионерке? В конце концов, ремонтопригодность великолепная. У кого-то самый трушный такой гараж из кабины тепловоза, как бы не из того самого, о котором я уже упоминал. И, видимо, для того, чтобы выгнать дрезинку, надо сначала зайти в кабину и изнутри открыть ворота. Вот так они реализованы. И только после этого выкатывать свое детище. Эх, Ваня, Ваня. А у кого-то вот такой вот гаражик есть. Как же это все интересно сделано, а? Из бочки измятой гараж приспособить. Правда, там ничего и не видно. Ну и ладно. А вот сразу не приметил. Тут еще одна кабинка есть. Тоже от тепловоза. И мне кажется, у них у всех окрас-то заводской. Видите, серый верх, такой песчаный низ. Здесь тоже это все сохранилось. К сожалению, по номерам идентифицировать это никак уже невозможно. Не осталось ни рамы, ничего. Просто вот кабина, как такое изделие. Но приятно видеть какие-то сохранившиеся элементы. Например, ручка заводская. Вот это вот еще с остатками хрома на прожекторе. Вот такая красота и благодать. А линия когда-то тянулась вот туда, вот дальше. И так получилось, что вот поворот на эту дорогу я там проглядел. И прямо по линии узкоколейки съезжал вон туда. Несколько символично. Песок такой приятный, речной, мелкий. Приятно, хорошо по нему идти. И я предлагаю прогуляться вон туда вот, на древообрабатывающий заводик, и посмотреть, что происходит сейчас там. Может, мы найдем какие-то остатки от дороги. Ну, по крайней мере, гнилые шпалы найдем точно. Как это часто бывает на севере, поселок хоть и отдаленный, глухой, малонаселенный, доступность не всегда стопроцентная, но нет какого-то ощущения уныния, тлениты, какой-то депрессухи. Ладно, хозяйство, вон сколько. Тут кругляк лежит, там уже наколотые. Все в дереве, заборчики невысокие, а кто что тут воровать-то будет? У кого? Акстись. Приятно, приятно такое видеть. Совершенно иной уклад жизни. Вон трелевочник там стоит. Совершенно иной уклад жизни. Очень круто. А вон я там уже вижу, вдали стоит ПВшка с заваренными окнами. А вон, смотри, уже заводь и речка. Значит, где-то приблизительно здесь был нижний склад. Вот кто ж его теперь разберет? Это местных бы кого-нибудь найти, кого бы из стариков спросить. Может, здесь это остатки бывшего нижнего склада. Так-то сюда и просится, смотри, берег высокий. Как раз скидывать добытый ассортимент. Может, здесь оно что-то и было, потому что, смотри, просто так в хозяйстве такие трос, ну, не знаю, сомнительно. Видно, что здание было вытянутое. А может, и херня это все. Черт его знает, я тебе прямо скажу. Тут уже сложно что-то предполагать. Все вскопано, перекопано, взрыто. Хотя и там тоже трос лежит. Вон, видишь, такой змейкой. А берег хороший. Песчаный. О, красота-то какая, а? Отсюда его туда бы и сплавлять. Вон бревно лежит. Вон. Кто его знает? С каких это времен?
Ну красота-то какая, а? Какая красота. Люблю я все-таки нашу родину. А вон и две бабушки идут. Пойдем-ка докопаемся. Господи, ей годиков-то уже сколько, рюкзачину какую здоровую тащат. Ой, ба. Вот места формируют стальных людей, а? Здрасте. А скажите, а где нижний склад-то был? Вон там, на том берегу. Через речку. Через речку был? А с узкоколейки как доставляли тогда? Там мост, что ли, какой-то был? Нет, они же это самое, там объездная есть в конце озера. А, там объездная была. Там в конце озера, это на ту сторону можно приехать. А, вон оно что. И там, значит, был нижний склад. Да, на той стороне вот прямо. Ага, все понятненько. Ладно, спасибо большое. Всего доброго. Какой умывашка. Вот и все. Оказывается, там далеко он где-то был, этот нижний склад. Ну, пойдем хотя бы ПВшку посмотрим. Господи. Все так разбросано, полурекультивировано. Несколько печальное зрелище. Но когда это древесина, которая она уйдет в землю, все с ней будет. А вот такие тросы, остатки металлических конструкций, это все смотрится более печально. И вот он, вагончик. Жесткий. 40 мест. Может быть, он и ходил в составе этого грибного поезда. Что интересно, сохранились на нем даже надписи. И вес старо, и сколько мест, и номер 4654, то, что он жесткий. Приписки тут, наверное, не найдем. Да? Нету. Приписки нету. Вот сразу видно, есть хозяева, замки аж 2 штуки. Смотрю, здесь на безопасности так немножечко. Ну, не то чтобы повернуты, но следят за этим делом. Здесь номер лучше сохранился. 4654. Вот такой вот вагончик. Что там внутри? Давай попробуем глянуть. Ой, пол вообще сгнил напрочь. Только рама осталась, и там уже все в труху. Все в труху. Весь мир в труху. Дверки, ну и вот для ручного тормоза. Куда его закручивать, тормозить? В принципе, здесь кроме остатков заводской окраски особо ничего и нет уже. Единственная вот такая вот штука осталась. Весьма себе каноничная для заднего красного фонаря. Ага, вот так вот трехграночкой. Раз. И запирается язычком вот сюда вот в прорезь. Сюда лампочка вставлялась. Да, конечно, самого светофильтра уже нет. Тут провода остались, кстати, похожи на заводские. Толстые-то какие. Вот это вот еще до прихода в мир изоленты такая вот она. Тряпичная. Можно еще где-то встретить на старых каких-то конструкциях. Ладно. Кладем это все на место. И пойдем. Ну-ка, как же это все дело-то не заруфить? Так. Ой, тут какая-то крыша не совсем надежная. Вагончик как будто горел. Такие у него деформации здесь. Ага. И вот с небольшого возвышения обзор. Хорошо. Причем, если смотреть по старым топографическим картам, мы где-то вот здесь вот, а путь вот это заводь, та самая, а путь уходил туда дальше, и где-то там был нижний склад. Во как. То есть, либо там бабушки что-то попутали, либо в топографических картах кто-то не стал шибко заморачиваться на какую-то там узкоколейку где-то там в лесах каких-то. Хотя раньше карты делали на совесть. Тут уж надо понимать. И вот такая вот линия. Значит, вот бугор, а вот зарить. Зарить или зарить. Давай спросим. Здрасте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, раньше по узкоколейке поселок был Зарить. А как правильно, Зарить или Зарить? Зорич.
Зорич. Зорич? Да. Здравствуй, А вы пушистый. откуда? Да нет, С Московской области. Что тут ищете? Я не ищу, я путешествую по узкоколейкам. А, вы путешествуете? Да. В общем, я машинистом работал. Да вы что? узкая колейка вот там вот. Я ее нашел, я сначала заехал, думаю, как я ее искать-то буду здесь. А потом смотрю, а вот она сама в глаза лезет. Она, да, там такой. А на чем вы сейчас? Там только вот эти вот дрезины на них катаются. Вот на пионерке на своей и прокатаюсь я своим самоваром. Правда? Да, Это у вас такое хобби, да, да? Давайте сфотографируемся. Давайте. А я с Она Сыктывкара. сама хобби. да. Да. Ну, вы же знаете, вы же через Сыктывкар. Городская, значит? Конечно. Как краля. Да, Она там местная, ну, да. Ну-ка. городская. Лет в городе живут, да, конечно. Пушистый. Подожди. Ой, Вы на пушистый технике? делает пипи. Да. С вами прокатиться, что ли? Я сел на не дороге обращай на меня. Да показал. ладно, интересно. Где же. я Ты лучше к работал? нему домой не заходи. Почему? Напоит? Нет. Приставать будет? Плохо станет. Нет, пристает он ко мне. Слава богу. Ты с собой что привез? Дрезину свою. Резину, да? Ну, Ты на чем сюда привез? На машине прям? ну да. И ты по этой дрезине вот туда один? На этой дрезине, да. Ну там классно, хорошо. Я знаю. А ты мостик видел, какой надо переехать? Нет, пока. Страшненький. Ой, пуганый. Пуганый, да? Пуганый. Ну молодец тогда. Ты когда поедешь на своей дрезине? Да сейчас тут уже иду, ее потихонечку надо Там на такую насыпь ее надо Пойдем, сейчас я тебя будет провожу. затараканивать. Пойдем, я тебя чуть-чуть провожу, прогуляюсь. А сейчас хочу с бывшим машинистом чуть пообщаться. Но пообщайся, Что он только домой расскажет? не заходи. Ага. Леха. Макс, Лешка, На крылечке он посидит. на чем работали-то? на тепловозе. А какая машина-то у вас была? Ту-6. Ту-6? Не Ту-6, а? Ту-6. Ну что, 6, ну, то, Ту-6. Ой, нельзя. Это нельзя. А номер не помните, какой был? 24-41. 24? 40? 41. А он кабельный, он стоит. Но я Понятно. получал его новый. А, в Камбарке на заводе? Комбаркой, да? Сейчас, одну секундочку. Я помню, тут еще, говорят, один работал. Ту-6А 475. Был такой? Был. У нас их много было. А у вас, говорят, еще в 90-е годы поезд ходил грибной. Конечно, Народ возили. конечно. Это За я сам могилой. возил. Да. Третий вагон цепляли, третий вагон. Специально это оставляли по дороге, ну, грибные места, ну, ягодные. Ага. Оставляли их и просто... Здорово. А вот там вот вагон на пилораме, это не на нем ли? Это и есть, это были вагоны, да. Это он и есть, да? Эти Ага. вагоны. А лес вывозили с цепами или на платформах, не помните? Цепи возили. Сцепы, да, такие? Сам возил. Ага, ага. А сколько всего километров-то было максимально? Вроде 40, говорят. Где-то 70 с лишним. 70 с лишним. Ага. А вот нижний склад, он как, туда за пилораму дальше к реке? Вот там, в той стороне. А, было. в той стороне. Да, Там за эту, за речку туда, да? да. Ага. А там сейчас что-нибудь осталось от нижнего склада-то? Фух, металлом все сдали. Ну, еще в 90-е, да? Да и сейчас до сих Металлисты пор все собирают. сдали. Ага. А с какого года перестало движение на дороге? В 89 сентября. В сентябре. Леша все помнит, молодец. А грибной до каких годов ходил? А нет, тепло же еще. Я ездил последний раз на 3581, этот, ездил, еще лесхоз, это, по работе возил лесхоз, Угу. а потом все. Понятно. А сейчас только на пионерках, значится. Ну, кто как может. Дрезинки называют. Ага. А двигатели от них, там они стоят все без моторов. Это как, с собой таскаете? Пилу, Бензопилу? да. Дружбу? Нет, сейчас уже ставят стационар этот маленький. А, лифаны вот эти вот китайские. Да? Ну, кто как умеет. Ага, ага. Понятненько. А сейчас на что живете? Пенсия? Что дают? По доходам и расходам. Все понятно. Ладненько. Спасибо вам большое за информацию. Интересные вещи рассказали. Всего доброго. У них называется чумор. Они посадили картошку. А. Картошку они посадили, значит, праздник закончился, они от души гуляют. А, вон оно что. Были ванной. Как, раньше приезжали, как ты помнишь, на
на заработки, За да? длинным рублем. За длинным рублем, Да, да. да. Друг моего папы приехал в Воркуту сначала, потом приехал к нему папа, потом нашел тут мою маму. Ну и Ага. все, как бы оно было, обычно было. И заверте. Конечно. Ага. Родили они меня, почему-то поехали, они родить меня не в минеральные воды, а почему-то обратно сюда привезли. Ну тут вот я жила, в том поселке. Ага. Вот. А потом уехала в Сыктывкар, закончила училище. И всю жизнь вот на одном местечке уже 40 лет на станции переливания крови работаю. Ага. Вот бабушкин домик. Пойдем во двор посмотрим, как красиво. А пойдемте. Ох, как аккуратно. У бабушки аккуратно. Ага. Она видишь, вчера посадили картошку ей. Я кухарила, то бишь готовила. Ага. Они вот высадили. Раньше немного было огородов, сейчас уже все забросили. Вообще ей, конечно, не надо, по сути. И зачем это все? Ну Чтобы надо. в пределе быть. Ну, надо. Без дела человек загибается. В таком домике на Да и природе. уже Красота. уезжать как бы надо. Это еще у нас половички не стелены. Это я вчера полы помыла. А говорю, перед банькой я потом тебе все вытряхну. Ага. И всего Спасибо. доброго. Да, до свидания. Пока. Тик. А. И вот на самом выходе, чисто случайно, зацепился взгляд за железку. А смотри, тут какая железка-то интересная. Фигуристая. А что написано там? Ай, давай-ка. Ой. СССР. Город Орехово. Зуево. Рама платформы. Вот они остатки, как порой встречаются, находятся, а? А так и не скажешь. Сарай, да и сарай, и бог бы с ним. А с историей. Все, наконец-то готово. Честно говоря, немножечко спинка побаливает после этих упражнений по затаскиванию дрезины вот на такую вот высоту. Машинка экипирована, с собой канистра с топливом, бензопила на всякий случай, камера и немного провианта с водой. Ну, мало ли что произойдет за эти вроде как 24 километра. Себя защищаю банданой, очками и курткой, потому что на скорости в лесу может быть свежо. Сейчас все-таки не май месяц, хотя июнь не май. Ну, ты понял. А глаза от насекомых, да, очки действительно нужны. Проверено. Ладно, давай заводимся, включаем обязательно запись трека и посмотрим, что вообще там нас ждет впереди. Как пишут в интернетах, состояние пути оставляет желать лучшего. Ну что ж, посмотрим. Итак, запись трека уже включена. Вот мы находимся в Смолянке. Но я еще хочу посмотреть по топографическим картам. Вот мы идем. Вот он, бугор. Еще чуть дальше Зорить. В общем, интересно будет посмотреть по этим картам. Поэтому здесь тоже включаем запись трека. Итак, вот мы у начальной точки дороги. В общем, поехали посмотрим, что такое узкоколейка в Смолянке. Ну, с Богом. Тут, правда, стрёмный момент такой. Аккуратненько. Ага. Прошли. Да, как всегда, сейчас будем пока ехать туда, буду показывать самое интересное, а уже саму всю дорогу обратно посмотрим. Ой, состояние пути, все на колышках. Не, хорошо, что так есть. Но ехать такими темпами можем мы долго. Еще одна дрезинка. Ох, сколько тут кабин. Там 2, 3, 4, 5. Вот да, 5 тепловозов как будто и были. Вот они все до сих пор здесь, на этой дороге.
Путь тем временем уходит в лес. Так, первое препятствие. Мостик. Ух, ну и гнилье. А он из цепа, что ли, сделан? Да, из вагона. Вон для шкварня местечко. Ага. Да. Еще. Вот такая вот речушка. Даже полуболотце, полуречка. Тоже весь мост, смотри. Видишь, как гуляет. Жуть. Так, куда бы тут наступить, чтобы не провалиться-то? А то обидно бы было. Так. И назад пойдем. Оп. Филигранно. Все, вышли. Ну, конечно, гнилье то еще. Все имеет свой срок годности, срок жизни. Ладно. Поедем дальше. Ох, как живописно выглядит, да? Коридор целый. По идее, как по карте, эта ветка просто 24 километра прямой с парой поворотов. Но интересно посмотреть, доедем ли мы до этих поселков, что от них осталось. Опять же, 40 километров. Это как? Это с усами или без? С погодой нам очень повезло. Прям красота. И лес такой. Какой-то он благоприятный, он не дремучий, он не страшный. Он светлый. Красиво, правда? И состояние пути как-то вроде получше стало. Одни кайфы и плюсы, да? Вот 20 километров в час, такая комфортная скорость. Ну, типа не напрягаясь. Ага. И такие зеленые коридоры впереди. Красота. Все-таки узкоколейки, на которых нет движения тяжелого подвижного состава, определенно имеют свой какой-то шарм. Они уютные, лес подступает близко. Еще один мостик. Просто рельсы в воздухе. Нормально. И болотца. Из леса сюда вода вытекает. Уютно. Красиво. Как в тоннеле едем. Движемся чисто на юг. Болото-то какое большое, а? Ух, лес только вдали. С другой стороны нет. Чем-то Авнюгу напоминает. Там тоже есть место, где болото, а посередине дорога. Так, вот здесь поаккуратнее надо быть. Прям видно течение. Опять по всяким болотам шляемся. А здесь какая-то техника ездила, кто-то рубился. Ну, прям на колесной технике по болоту. О, да. И начинается, что вода подступает прямо к рельсам. Красота какая, да? Какие конструкции интересные. Зачем-то досочки наложили. А шпал там почти нет. Да, лучше не будем здесь торопиться. Рельсы вообще на честном слове держатся. Зато какие виды-то, а? Болото. Огромное поле такое, а там топь.
Ну, чтобы мы тут не потопли. Ну, путь вроде в хорошем пока состоянии, да? Оп, накаркал. Теперь понятно, зачем досочки. В случае схода на них вставать и поднимать свою дрезинку. А если немножко прогуляться... А вон тут, кстати, тоже, смотри. Видишь, сход был. Ставили дальше и ехали. Да, ехать будем, видимо, долго. Вон тут какой-то танцпол забабахали. По-любому здесь что-то ездит. Ну-ка попробуем танцпол. Да, танцевать можно. Здесь точно какая-то техника ездит. К бабке не ходи. Причем следы достаточно свежие. Может, на каракатах кто-то ездил на охоту. Вон там птицы все свои трели распевали. Вот здесь вот кого-то явно разделали и съели. Какие перья красивые. Отлично, едем дальше. Хорошо, здесь нет таких глубоких карманов между шпалами. Это было бы опасно. А так по земельке скользить. Ничего такого криминального в этом нет. Но болото реально большое. Еще местечко такое. Прям течение, смотри. Там уже птички какие-то. Короче, тише едешь, суше будешь. Стоит только разогнаться сразу. О, здесь уже вода. Ой, здесь надо поаккуратнее. Волны после нас гуляют. Да, живописно. И опасно. Все хрустит под нами. Надеюсь, у местных такие дрезины не из-за веса. А вон тут кострище, кого-то, значит, зажаривали, ели. Ну, в общем, жизнь тут, да, кипит. На что внимание обратить хочу. Несмотря на большое количество дрезинок, накат не вот прям большой. Рельсы не отполированы. Какая красота! Там прям ручьи текут. Но благо мы выходим из этого участка и вступаем в лесочек. Ой-ой-ой, да, здесь быстро не поедем. Ой, не поедем быстро. Все на колышках, все на палочках. Ну, сам посмотри. Подложены какие-то палочки, колышки. Ну, это такой, в принципе, типовой ремонт узкоколейки, когда особо нет вариантов других, как обслуживать путь. Вот такие вот деревянные клинья делают и вгоняют их, чтобы путь не расшивался наружу. Потому что, видишь, тут от шпалы-то что осталось. Во, вручную вытаскивается. Держи, брат. Интересно еще вот такие вот стыки. Комбинировано металл и дерево. Такие маленькие кусочки рельс вставляют сюда как заплатки, а когда их не хватает, гоняют досочки. Видишь, как трясется? Это от дрезины. Все, что надо знать о местном строении пути. А тем временем у нас красивая аллея из сосенок. Очень светлый лес. Вот нравится. Ну, смотри, какая благодать. Опять стык сейчас будет. О!
это тут что? Еще один стык адовый. О, смотри, такой двухсоставной. Комфортная скорость вот где-то 20 и есть. Протока очередная. Конечно, кто здесь постоянно ездит, знает все засадные места, конечно же, проедет этот маршрут быстрее. Мы же, конечно, будем осторожничать. Нам лишние сходы тоже ни к чему. Опять в болото вышли. Ну, короче, классика. Леса и болото. Коми. Больше, конечно, леса, но у нас сейчас тут... Хотя у нас и болото, зарастающее лесом, и лесок, который слегка заболочен. Такая комбинация. Самое главное, у нас есть неплохая такая узкоколейка. Ну ладно, дорогу эту всю я буду показывать в следующей серии. Заснимем обратный путь, так сказать, нон-стопом. Ой, стык какой, видишь? Поаккуратнее надо. Но в целом, повторюсь, дорога прям более-менее. Есть, конечно, места засадные, но... А где их нет? Вон там впереди. Видишь, все, водички. Давай притормозим. Шпалки подгнили. Путь менее устойчивый. Вон мы едем. Рельсы гуляют, видел? Поэтому да, ехать надо, конечно же, с умом. А как тебе такой прыгучий стык? Ну, как бы есть, нормально, не проваливаемся. Но если бы ехали на большой скорости, кирпичей бы наложили, что не говори. И как же все-таки удобно, когда реверс рядышком. Вот эти стыки я снимаю, я же их сначала проезжаю, потом оттормаживаю, сдаю назад. И хорошо, что не надо тянуться. И спидометр это тоже намного лучше. Мало того, что показывает скорость, быстрее ищет спутник и принимает. Еще время показывает и направление. Класс, нравится. И тумблировка по минимуму. Ой, вообще. Благодать. Хотя интересно, что столько лет нет движения тяжелого подвижного состава. Ну, почти 30 лет. А лес вплотную как бы не подошел. Какая-то полоса отвода еще сохраняется. Сомневаюсь, что это все вырубается специально. Так, вот тут поаккуратнее. Ох. Рельсы тоже держатся, грубо говоря, землей и мхом. Шпалы там где-то внизу. Так, чисто номинально. Красивая дорога. Молодцы местные, что за ней следят. Ну, понятно, что она и кормит. Охота, ягоды. Уж не знаю, будет ли здесь какая речка. Про рыбалку, если подумать. Но в целом, да, такой удобный транспорт в лес. Ты же помнишь, какие там у них кузовки хорошие? Вон, смотри, сколько колышков понавтыкали, видишь? И здесь стык разбитый. Вот так вот. Все требует уход. А тут 24 километра такой магистрали. Да еще не в сухом хвойном лесу, а среди болот. Конечно, все это будет гнить, приходить в негодность. А кто за этим будет следить? Кому это надо? Вот только местному населению. А надолго ли хватит желания заниматься этим? Такие активные люди часто стареют, уже физически не могут. А молодежь по большей части уезжает. Так что эта дорога может запросто сгинуть. Хорошо, что мы успели на ней побывать. Потому что, ну да, видно, что она уже такая очень потрепанная жизнью. Но живая. И это очень дорогого стоит.
знаешь, по логике дальше должны начаться леса. Где полвека добывали лес? Ух ты, вот это красота! Ну где-то же должны начаться леса. Я не думаю, что это все вырубили и здесь началось болото. Хотя черт его знает. Если ты более сведущ в этих вопросах, пожалуйста, напиши в комментариях, я почитаю. Обожаю такие моменты. Главное, конечно, ноги не промочить. Вот это вот мох или лишайник. Смотри, как красиво. А он еще сейчас сухой, как кораллы. Не будем нарушать особо этот слой. Ох, красиво. Красиво. И тоже встал. Случайно, очень удачно. Вот что. Охотятся, шмаляют потихонечку. Ну, а почему бы и да. И здесь же прям рядом костровище. Мы устраивали привал какой-то. Сколько отстрелянных там гильз. Очередная протока. Интересно, что здесь рельсы по большей части в воздухе висят. И только несколько точек опоры на всем протяжении. На мотоцикле ее выдержали хорошо. Не страшно ехать. А посмотри, тоже какая растительность интересная. А там такая канавка, и в ней уже вода. Болотина. Во какое болото. И вот здесь вот, когда снег тает, вода ходит. Потому что тут-то низинка, и с другой стороны тоже низинка. А тут как перемычка такая. И накидано всего. Ух. А как, смотри, рельс наклонен в наружную сторону. Это вот катаются на скорости и расшивают его. Поэтому он так и наклоняется. Да, путь в посредственном состоянии. Но в стыке громыхают как. Ну, для дрезинки в самый раз. Реально, край болот. Так, так, так. Это уже не протока, это уже целый мостик. Не, нормально, колея выдержана. Аккуратненько. Тоже болото. Да, все из дерева сделано. О, как несколько уровней поднято. Да, конечно, тут есть провис какой-то. Ну ничего. Ну-ка, оп. Р-24. Вот такие рельсы мощные на этой дороге. Ну еще бы, лес-то тоже весит. А там дальше еще один какой-то. Ну-ка, давай глянем. Ага, тут какая-то, значит, станция. Тут какая-то точка притяжения. У местных ребят целый перрон сварганили. Нормально так. Видимо, сюда ставят свои дрезинки и куда-то идут по делам. Видимо, по этой дороге они идут. Куда-то она уходит туда, в чащу леса. Там что-то пленочками накрыто. Ну-кась. Дорожка уходит туда. А для перемещения тут есть своя техника. Такой самодельный прицеп для мотоцикла боковой. Коляска. Люлька. И прям уже готовый мотак. Ага. Ежак. Ха, на таком полюсу-то, а? Вполне себе, по-моему, экстремальненько получится.
Здорово. Еще старый такое крыло. Олдскульная очень штамповка. Круто. Иду, там какая-то птица крякает. Как будто сигнал. Ми-ми. Что думал, дрезина местных, что ли? Не знаю, вот сейчас было только что, слышали вы, нет? Ну, в общем, такая вот здесь точка притяжения у них. Интересная. Ага. Сюда, может, уз даже когда-то уходил. Сейчас уже сказать невозможно. Вот только просека видна. Но очень похоже на уз. Вообще очень похоже, что здесь какая-то стрелочка была и туда вот когда-то шло. Но это, наверное, был какой-то такой временный уз, который даже на карты не наносили. Конечно, от него тут уже следа не осталось. Тем временем лес опять изменился. Ох, обожаю эту северную тему. Прям круто-круто. Сосенка. Очень необычно. Такие вот холмогоры здесь. Домик у кого-то. Что за домик-то? А, не. Я уже думал, там озерцо. И вот первая кривая. Мы проехали уже больше 10 километров. И только вот сейчас первая кривая. И причем она такая. С виду-то прям безопасная кривая. Так, ну там еще один мостик. Тоже болото. Тоже как будто протока мощная. Вот как-то так это выглядит. Просто на трухле. А, и на металле, да. Как будто два сцепа сюда положили. Слева и справа. Ты посмотри на этот стык. Просто жесть. Конечно, нельзя здесь быстро ехать. Ухо востро, глаз да глаз. А мостик выглядит вполне себе безопасным. Мы как бы и по худшим ездили. Вот такой стык, мы даже с него выехать не можем. Ну давай. Ну давай. Все, выбрались. Поехали. Кривая. Едем поаккуратнее. И где-то здесь должен быть бывший бугор. Осталось ли хоть что-то? Такой лес, целина. Здесь говорят, что населенный пункт был. Вообще с трудом верится, ребят. Вон насколько природа свое берет. Лес, целина, как будто человека никогда здесь не было. А целый поселок был. Вот прям здесь вот мы едем. Здесь дома стояли. Вот так вот. Не станет нас. А мир будет жить дальше. Ну, кстати, неплохо жить. Вон все как заросло-то. Вот такие дела. А тут у нас, смотри-ка. А тут у нас стрелочка была. Остряк. Ага. А крестовины уже нету. Крестовину сдали, рельс положили. Вот такая вот приметка. Ну-ка, пойдем-ка погуляем. Все-таки что-то здесь такое вот обжитое есть. Как-то здесь продавлено, видимо, пионерки ставили. Вот здесь вот остатки тоже. А, ты глянь, здесь же изба стояла или дом какой-то. Вот, пожалуйста, петли остались.
на косяке. Ой-ой-ой. Или может здесь какой-то вагон-бытовка был. Вот тут вот тоже, смотри, гофрированный лист металла. Тонкий, правда, вот от моих ног играет. Но это уже все могло просто сгнить. Баночка консервная. Ой, там... А тут жизнь. Прикинь. Ладно, давай их накроем обратно. Что тут вообще осталось-то? Осталось ли тут хоть что-нибудь? Давай выясним. Главное, ни на кого, конечно, не нарваться из лесных плотоядных товарищей. Ну, как-то непонятно. На мой ненаметанный, непрофессиональный взгляд, здесь лесная целина. Однако, какие-то такие вот следы здесь есть. Вот это вот крышечка какая-то. Так походить, наверное, можно еще найти что-то. Но в глаз ничего не бросается. Хотя здесь когда-то были дома. Удивительно, да? Мы сейчас гуляем по бывшей деревне. Представляешь? Тишина, птицы поют. Вообще следов практически нет. Хотя, может, вот это бревна бывшие, которые уже сгнили, которые уже стали частью земли. И так вот, видишь, сейчас назад смотрим, узкоколейки-то и не видно. Заблудиться здесь как два пальца. А тут вот он, колея автомобильная. Колун какой-нибудь сюда заезжал. О, в какие места доводится нам с тобой заезжать. Если ты еще на канал не подписался, а тебе такие темы нравятся, жамкни кнопочку, подпишись. Тебе ничего не стоит, а мне очень приятно. Да и мотивирует. Отрадно, когда то, что ты делаешь, кому-то тоже интересно. Ну ладно, поехали дальше. Отстойники. Значит, бугор. Зарить доедем, нет? Интересно. Ну, посмотрим. Тоже себе кто-то перрон забабахал. Тут, видимо, вся длина-то была за счет усов. Ну, сам погляди. Вот прям, ну ус же был. Прям четко видно. Так, уйди, мелочь. Ага. Ой, как красиво. Ты глянь. Все в мху. Да, вот видны от шпал следы. Точно, прям вот здесь когда-то был ус. Видимо, за счет усов дорога-то и была 40 километров. А основная линия наверняка до поселка 20-ку-то и есть. И все, и пошла туда в лес куда-то. Кто-то даже мусор-мешочек собрал. Видимо, вывезет потом. И нравятся мне такие танцполы себе делают для дрезинок. Вон, видишь? Промята ребордами. Раз ее сюда ставят и в бок. Удобно, удобно, хорошо придумали. А, красота какая. И что это тут у нас? Наверное, опять болото, да? О, да. Просто вот спуститься, послушать, там вода течет. Ручей такой. И дрезинка в воздухе висит. Крутотень, правда? А вообще, как мне кажется, отсюда выглядит более эпично. А вон там водичка течет. Начинается еще одна кривая. Ой-ой-ой. Капец стыки, да? Хорошо, что не в кривой такие. А то шансы улететь, конечно, бы увеличились.
Наружный рельс, обрати внимание, весь в колышках. Центробежная сила выкидывает налево, поэтому рельс не подбивают. А налево болото, падать мокро и неприятно. И падать прилично. Остаток от еще одного уса. Здесь какая-то была стрелка, и вон туда просека пошла. Тоже, что примечательно, налево. Крестовин нигде нет, только вот остряки остались. Точнее, один остряк. Ха, металл подбирают тут тщательно, как я посмотрю. Еле читаемая просека уходит туда. Вот тут вот видно немножечко насыпь бывшую. Да, и от шпал коробочки. Это уже какое? Третье ответвление бывшее. Ох, не зря бензопилу взял. Видимо, здесь бывают и такие ситуации. И туда тропинка пошла. Да, камеру хоть не выключай. То лесом вступает, то там опять мостик виднеется. Мостик интересный. Левая нитка ниже шибко. Притормозим. Да, навалено просто куча всего, куча всякого гнилья. Интересно, что здесь диск отрезной еще валяется сточенный. Что им тут делали? Надеюсь, не от мишек отбивались. Сейчас чуть в такую штуку не влетел. Чисто повезло. А вот у местных пионерки низкие. Это что, прям под глаза, что ли, она тут стоит? Жесть какая. Сейчас надо эти ветки пообломать нафиг. Да, похабненько, но хотя бы вот так. Уже намного лучше. Вон еще один диск отрезной, видишь? И кажется, теперь понятно для чего. Кто-то себе хабар нахабарил. Смотри, какая красота, а? Ать! О, какой добрый рельсик. Ну, а что ему? В лесу, что ли, гнить? Из разряда жуткие истории. Мостик, там обычно же все, видишь, накидано было. А тут оно все прогнило, обвалилось. И тупо две нитки. Но благо они тут как-то прихвачены с наружной стороны. Ой. Ой-ой-ой. А они вообще ходят отдельно. Ё-моё. Да, тут надо ездить тоже аккуратно. Жуть. Но тем и хороши узкоколейки. А здесь, так понял, запланированное место падения. Специально подставленное. Короче, чтобы ее поставить, и нитки опять сошлись. Но тут видно прям уширение. О, да. Ладно, ставимся, едем дальше. Да, в такие моменты лучше, чтобы дрезина самоходом это все дело прошла. И тут прям очень вообще в тему вот эту вот тему с безопасностью. Вдруг она резко разгонится. Ну, мало ли, там ручку упал, ручку толкнул. Тут она остановится. Так, ладно, это мы вроде все прошли. Прошли. Поехали, тут осталось-то совсем чуть-чуть от веточки. А сейчас мы едем в такой выемке. С обеих сторон возвышается лес. Там впереди как будто полянка какая-то. Видишь, светло? А нет, это опять болотце. Красивое северное болотце. Там как будто металл какой-то лежит. Прикольно. Погоди. А что за металл там может лежать в болоте? Ну, сложно сказать, что это. Но явно что-то человеком оставленное. Странно, что это еще не выволокли, потому что прям так на виду лежит. Очень странно. Или другого, более легкодоступного, хотя что тут.
Вряд ли тут какая-то адовая топь. Но проверять мы это давайте не будем. Ой, как красивый. Ой, веточка с листиками березки. Прям бесконечное лето. Практически сразу же следующая достопримечательность этой дороги. Еще один мостик с рельсами, висящими в воздухе. Вообще иногда складывается такое ощущение, что мостик этот висит привязанный к рельсам, и не рельсы опираются на него. Но зато обрати внимание, какое здесь течение. Достаточно сильное. И вон туда глянь. А это все вытекает отсюда. Такая вот красотенюшка. К концу своему линия становится чуть хуже. Мы проехали там, а и здесь видно, нитки, они прям в разные стороны. Там такой развал из центра на бок. А сейчас нормализовалось. Но опять же, все вот эти развалы, все вот эти места, они подбиты колышками. На всем протяжении эта линия ухожена. Вон, видно, рельс вываливается, но ему не дают. А вот и конец. Самый-самый конец. Вот так мы с тобой доехали до конечной точки узкоколейки из поселка Смолянка. Здесь оно все и завершается. Сразу видно, да, место такое популярное. Место — это точка притяжения. Народу много здесь ходит. Даже что-то на мотоциклах ездят, видимо. А, ну вот он, да, пожалуйста. Ты глянь. Ух, не один. Ничего себе, тут все оборудовано. Минск. А это ежак, наверное, какой-нибудь. Класс. Смотри, как олдскульно все это выбито. Сидуха какая классная, а? Минск. Да, аппарат крутой, старенький. А это кто у ребят тут стоит? Ага, Иж. Понимаешь? Вот такой вот. Полностью его раскрывать, конечно же, не будем. Укрыт с любовью. Ха. Стоят два представителя советского мотостроения. Здесь, шагая по бывшей узкоколейке, по ее шпалам, ушедшим в землю, доходим до дрезинки. Вот так вот она выглядит в снаряженном состоянии. Мелкая, низкая и движочек Лифан 6,5. Ну надо же! Как интересно. А привод как они сделали? Ну-ка, простите, хозяева. О, просто редуктор на цепь. Даже защиту сделали. Вот это подход, а? Красавцы. Ладно, больше никуда лезть не будем, не наша. И, конечно же, прицепчик. Куда же без такой небольшой хозяйки? А прицепчик-то, смотри, одноосный. Дышло. Ничего себе. Вот это да. Из дисков сваренная. Ага, из автомобильных дисков сваренные колеса. Пружина подвески. Ну, тебе сейчас это виднее, чем мне. Я туда заглянуть не могу. И, пожалуйста, дышло. Раз, прицепил и поехал. Очень круто. Хорошее решение. А дальше дорога тянулась до того дальнего поселка. Интересно было, доедем мы до него, не доедем. Ну вот, видишь, не доехали. Крыло, кстати, тоже от мотоцикла какое-то валяется. Угу. А давай мы вообще, знаешь, что посмотрим с тобой? Докуда мы доехали? И так ли далеко до того поселка? Ну так. Да, 24 километра и есть. А покушать можно будет с вот таким вот видом на озерцо. Ух ты, ё-моё! Я аж испугался. Чего тут только в лесах можно не встретить, а? Конечно, иногда можно, как другие блогеры, заброшенный болотоход. Ну, ребят, ну какой он нафиг заброшенный? Ну ты сам посмотри на это. Техника зверь вообще. Не, даже это открывать не будем. Тут так все это с умом закрыто, заделано. Ну, такие вот колеса монструозные. Теперь понятно, кто там в топе следы такие лютые оставлял.
Надо подойти, чтобы эту вообще штуку-то заснять. О, зверь-машина. В самой глуши Республики Коми. О, вот это вид. Конечно, глядя на такие виды, может и всякая чертовщина мерещится, там водяной, русалки, утянуть туда, в эту воду. Умели у нас все-таки сочинять всякие сказания. А может быть, вот после там принятого из бутылки и не такое пригрезится. Что ж, я надеюсь, тебе не очень интересно смотреть, как я хомячу бутерброды, поэтому это мы оставим за кадром. И вот я такой бутерброд себе состряпал. Хлеб мощный, сыр, дружба, колбаса, которую можно кушать в пост. На здоровье! На здоровье! Я рад, что мы с тобой проехали эту дорогу, что мы оказались здесь, где-то вообще в лесах Республики Коми, в самой глуши. Сейчас я доем и буду снимать обратную дорогу нон-стопом. Отдельная серия дополнения для любителей, для фанатов этого дела. Ну или кто просто хочет позалипать на железную дорогу. Надеюсь, мы с тобой в этой серии увидимся. Надеюсь, ты подписался и лайк поставил. А на этом у меня, в принципе, все. Осталось только покушать и обратная дорога. Спасибо, что досмотрел до этого момента. Любви тебе, добра и мира. Пока-пока.